А в этом ролике С четырехлетним перерывом Пол Ватс, номинант на Оскар 2003 года за сценарную работу, возвращается к киноремеслу. И на Netflix 18 июня можно посмотреть новый фильм «Отцовство», где в главной роли американский комедийный актер и стендап-комик Кевин Харт. про что кино? Главный герой фильма по имени Мэтт, чья жена умерла во время родов, оказывается один с маленькой дочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать им быть. Я Евгений Коваленко, вы на канале Одно кино. Погнали! Отзыв на фильм? Кино начинается сразу с места в карьер. Ознакомившись с синопсисом «Отцовства», фильм начинается с присутствия главного героя на похоронах. Показывают, скажем, текущий момент действительности и попутно вставки о том, что привело к этим трагическим событиям, то есть флешбеки с главным героем. Фильм в жанре комедия и драма, и идет он аж целых 2 часа. Что много для этого фильма, и я объясню почему. Глядя на то, что это тоже и комедия, значит стоит ждать юмора и забавных ситуаций, тем более в главной роли актер этого жанра. Понятное дело, не стоит ожидать, что нас прям завалят какими-то шутками с самого начала, хотя и такое бывает. Проходит 10-15 минут фильма, произошла курьезная ситуация, от которой я лично посмеялся. Ведь знаешь, он всегда был крайне незрелым мужчиной. О, привет, Мэтт. Как ты, мой дорогой? В целом крайне незрело. После было еще 1-2 шутки, вроде обе черные, не потому что их озвучил Кевин Харт, а юмор такой. Простите. И дальше проходит где-то целый час фильма, по ощущениям было 2, потому что вообще ничего веселого или драматичного, так скажем, не происходит. Вообще ничего толком не происходит. Просто все окружающие настаивают на том, что главный герой ничего у него не получится с отцовством, но он все твердит обратное, что он справится. Также главный герой постоянно пускает сопли, по-другому это сложно назвать. Видимо, в этом и заключается драма, да, что вот он хотел бы показать своей ушедшей жене, какой из него прекрасный отец получился, вот бы он тоже мог бы быть таким заботливым, как она. А также он постоянно засыпает от усталости, много сцен и разговоров про детские какашки по типу, а вот если они жидкие и как с бронзбойта фигачат, а она какая, или вот такая, а они круглые или квадратные, а вот если они твердые, кидает обосранный памперс в баскетбольное кольцо, попадает. В следующий день, когда он меняет памперс, он кидает в баскетбольное кольцо и мажет, и сам памперс мажет говном по стене. Возможно, в это закладывался юмористический подтекст, но я больше ждал, когда же это уже наконец закончится. И в дополнение, видимо, опять же, юмористическую составляющую представляет в лице друг главного героя, который абсолютно ко всем подкатывает, несмотря на возраст, к маме главного героя подкатывает, к кассирше, к мимо проходящим девушкам. У меня это вызвало больше испанский стыд, чем смех или улыбку. Я тебя всю оближу с ног до головы, ты горячая конфетка. Это то, что он говорил маме главного героя. И то, что я говорю, когда пытаюсь выбить скидку. После часа создатели решили ускорить взросление девочки, она уже ходит в школу, что как бы сигнализирует о том, что главный герой, уже, наверное, пришло время хоть с кем-то пойти на свидание, с кем-то познакомиться. Знакомится он с девушкой, ходит с ней в кафе, и потом они втроем вместе весело проводят время, по крайней мере, пытаются в этом убедить зрителя. Стоит ли смотреть? Видно, что это фильм от Netflix, даже без коронной заставки, с музычкой, чисто его стилистикой, что ли. Практически все сцены в фильме можно было бы почикать в 2 раза, потому что они очень затянуты. То есть кто-то идет, и пока он идет, это все снимают и показывают, и он говорит привет, в ответ привет, как дела, все хорошо, а давайте поедим мороженое, а давайте, может покатаемся на лодке, ой, смотрите уточки, вот это вот самая маленькая, вот это моя любимая, а вот эта уточка мама. Тут нет ни хорошей драмы, ни хорошей комедии, ни каких-то смешных или сложных ситуаций, кроме как главной темы фильма, что он вдовец, да, один растит дочь и доказывает всем, что вот он может, он мужик, он отец. В целом, мне жалко потраченных 2 часа времени. Вроде бы казалось, что после забавной сцены и 2 черноватых шуток, что фильм продолжит хотя бы в таком духе веселить хоть чуть-чуть, хоть иногда.
Но нет, все скатилось в какие-то сопли, в сопливые воспоминания, бурчание под нос, как жаль, что ее больше нет с нами, и очень скучную болтовню ни о чем вообще. Просто давайте поедем в кафе, давайте прогуляемся туда, давайте прогуляемся сюда, поедим мороженое. Фильм «Отцовство» я не рекомендую к просмотру. А на этом все. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме, если вы его смотрели. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.